Всем привет! Это «Хроники войны» с Татьяной Поповой, и сегодня я их веду из Бучи, из того самого города, который за последнюю неделю стал известным всему миру. Начинаем мы нашу трансляцию с улицы, известная, наверное, как с первой недели войны, как улица разбитых российских танков. Да, здесь после первого захода российских танков они были разбиты, как видите. Я потом сделаю большее приближение. И, собственно, это было, наверное, первым успехом уничтожения большой колонны под Киевом. Но, к сожалению, только этим в Буче не ограничилось. Позже я вам покажу, что еще произошло в этом городе. В данный момент там дальше работает Державна служба з надзвичайних ситуаций. Они занимаются поиском неразорванных снарядов, разминированием. Дальнейший вход туди в даний момент не рекомендується. І тут ми можемо побачити цю розбиту техніку зблизька. Як бачите, її там досить багато. ДСНСники зараз активно працюють, вони в принципі вже розчистили прохід, але все одно в принципі закрито від звичайних громадян цей проїзд. Покажу вам трохи, як виглядає розбита техніка з середини, так сказати. От, наприклад, два однакових БМП, я так розумію. Заглянемо всередину. Ну, так виглядає після того, як б'ють по російській техніці українським байрактарам або українським джавелінам, або інлав. Так і невідомо, чим саме вони були розбиті, ця колона, але вона повністю знищена. Ви можете подивитися, що всередині. Думаю, що ніхто не вижив. Такий російський міномет, я так розумію, трохи з відлетівший головою і приунивший. І далі ця колона продовжується, як бачите, досить далеко. Судячи з усього, вони ще активно грабували банки, тому що от банк повністю винесений. Ну і як завжди розстріляні машини, навіть з цими білими ленточками. Ми зараз знаходимося біля церкви в Бучі, де похована велика кількість місцевих жителів. Пізніше я підійду до цієї траншеї і покажу вам її. Привет вам еще из студии. В целом, конечно, разрушений в Буче очень много. Очень много расстрелянных магазинов, расстрелянных домов, расстрелянных машин, в том числе до сих пор, я видела еще не убранные трупы местных жителей. Чтобы вы понимали, что там происходило, я записала еще одно интервью с местным жителем, который пробыл в последнюю неделю в плену у россиян. Он просто был соседом достаточно известного человека, и так получилось, что они решили, что он наводчик, потому что у этого человека нашли зарегистрированное, я так понимаю, оружие. Вот они решили, что он наводчик, или там по ночам ездит, стреляет из этого оружия по ним же, и, соответственно, они его захватили, держали в качестве заложника и возили его на БТРе, привязав днем, для того, чтобы по ним не стреляли. В общем, послушайте, сделайте выводы сами, а потом я узнала о происходящем в Буче. Короче, вы сидели в заложниках 2 дня и больше? Двое суток, 3 дня. 3 дня. И вас возили на БТРе как живой щит? Они в дома вламываются, ищут сейфы, правильно? БТР стоит на улице, наши по ним стреляют. Они говорят, что мы стояли возле БТР. Они пока выходят в дом, все обыскивают, выходят там
чем интересно, потом они все это грузят, и потом опять мы садимся на БТР и поехали дальше. И вас обвиняли, что вы наводчик. Ну, корректировщик, наводчик, да, наводчик. да. В Короче, общем, они, когда поселились в плен, Это- его взяли. да. Я была вот дома. Повезло, что его в эту девятиэтажку закрыли на 4-й этаж, их там 5 человек. они было. тут 3 дня То есть дислокации после не того, было. как покатали на БТРе по Буче, как пушечное мясо, их сюда привезли. Мне сказали, утром придет. Как придет? Где придет? Я говорю, зачем его забираете? Ну, он здесь ни при чем вообще. Они обвиняли еще же нас, как получается, что получается это стреляют не они убивают, это получается мы украинцы стреляют, поняли, по своим. Пистолета в висок. Не пистолет, а вот допустим, там прилетело, видите, миномет, посекло всю крышу, стеклопакеты, да? Они говорят, это все, мы не стреляем, мы вообще такие чистые, Это такие, ваши, это все, типа, ж ваши, все, это ваши стреляют, а говорят, типа, что мы, типа, а мы, в общем, эти, как они, это освободители, да? Бабушку обвиняют в наводчиках, это, ну это вообще, они типа зомбирование сегодня. Да они тут всех обменяли, он даже мужчину тоже там одного с 7 этажа притащили тоже. Я говорю, а у вас за что? А за то, что у меня прописка луганская, и они говорят, а что вы здесь живете? Ну, как дочка поступила в институт, ну, и живу, правильно же? Нет, вам просто не нравится в этом, в ЛНР жить. Откуда они здесь были в основном? Пскова. С Пскова? Псковская была, Из да. Пермь, да? Что там, Пермь? Своего нету ни ума, ни сознания, ничего. Им что сказали, то они делают. Я говорю, где ваша голова? Ну, хоть подумайте, ну, хоть чуть-чуть. Нет, это вы хотели нас напасть, а мы вас опередили, потому что вы фашисты, у вас идет подготовка. Я говорю, покажи мне хоть одного фашиста. Ну, я просто смеюсь с ними, ну, где фашист? Покажи мне, что? Где ты видишь флаг, где ты видишь какую-то атрибутику? Она говорит, мы Бучу там прошерстили половину, нашли у 6 человек, какие-то там, эти, знаете, ну, времен Второй мировой войны, эти там, или каски, там, или какие-то ордена, знаете, ну, просто как коллекция, понимаете, один есть нумизмат, один открытки марки коллекционирует, правильно, другой там коллекционирует, возможно, вы поняли, да? Это не означает, что он фашист. А они нет, фашисты все, понимаете. Понятно. И, короче, им нужно было найти Да, фашиста. найти хоть что-либо, да, другими словами, я им уже говорю, смеюсь. Нашли у меня телефон, фашист, сим-карту нашли, фашист. Что-то там, не знаю, по-украински, может быть, сказал пару слов, тоже фашист. Ну, правильно? Все в подвал, на колени, разбивали людей. Ну раздевали, да, проверяли Проверяли, наколки. Да, все, это вообще. А зачем они кидали в соседний дом гранату? Ну, Куда? это же не у Вовы и у Петрова. Они же там, получается, говорится, там у него оружие, так понимаю, нашли, они мне сказали, у него арсенал. При мне так вот все заныкались, кидают, вы что, гоните? Я говорю, дайте хоть я отойду. Ну, блин, ну, они вообще, они какие-то... И взорвали там Ну, кидали при мне 2 гранаты, да, в подвал. в подвал. Вот меня держали, общался в этом, в первый у него вход, получается, слева, где стоит Панамера. Мгм. У него один А что, спуск. по Намеру расстреляли? Не, при мне ничего не видел, я не видел. Вот, и потом, когда держали, там вырваны вот так двери вместе с бетоном. Я не знаю, как они это делали. То есть каждый этаж вырвана вот так дверь рядом с этой облокоченной. И всё. там И обворовали все. Ну, там всё, одно Ну, да, это там искали деньги, золото, ну, техника, конечно. разбиты ноутбуки, там соседу Телефоны снесли все сразу, ноутбуки. такие дешевые, сразу так вот ломали, они поняли. Если такие хорошие, они при мне брали Я не знаю, что айфоны, они искали, начиная с 10-го, оружие, и деньги, это. Они в золото, отдельную что коробочку это все ложили. Он у Жавского принес 130 тысяч долларов в сейфы вытянули. А сосед говорит, у него там, говорит, получается, двоюродная сестра Медведчука, да, он сказал, или кто? Так вообще, говорит, миллион из сейфа взяли. Ну, ты поискали, короче, Бабло. все, что им надо было, да. То есть они так вот по частям, по частям. по Они ту и частям. брали так вот с саблей, оба, поняли? И на ночь эти свои БТРы прикрывали. Поездили, вы зайдите за двор. Вы не были в том дворе в 9-этажке? Вы зайдите, посмотрите. Там так красиво Там было. мини-купер, нас везли. Ну, такой девушка ездила, мини-купер, там Мазда, 5. И они так вот раз специально по нем проехали. То утро выезжают, Машина второй раз по так нем плохо поехали. Танкой. И так вот 3 дня по нем ездили, посмотрите, тут мини-купер, это просто консервная банка. Вот так вот по всем. Вот этот двор зайдите, там все машины, они взяли так вот их кучу, там еще стоял Т4, Мазда, и так вот оп, и прессуют его, так, и прессуют их, поняли, друг к другу. Вот так вот их. Ну, это держи. Не жалели. Да вы Беспредел. что? Специально все делали, там гробили. А вы не ездили по Малиновского по улице, да? Ну, я ездила, объехала вот так вокруг и По была, инсти- естественно, по там, инсти- где по разбитые Институтской. танки и все остальное. А. На вокзальной. Да, это, по-моему, вокзальная. И вот так вокруг Не, ну, объездила. Это было сейчас, да, сейчас это было перед там этим. сам- Ну и, конечно, и церковь там, где трупы. У меня он знакомый тут тоже Николаевич, тоже раньше еще в Ване служил, это тоже у него было 2 собаки, он тоже уехал, 2 лоба, и они почему-то все заходят во двор, сразу Расстреляли. собаку стреляют, этим БТРом сразу ворота выносят, поняли, 10 человек оцепление, БТР стоит и пошли, поняли, и всё.
Не знаю, они когда видят, чем красивее, да, у них такое, им нужно это, ну, например, не Уничтожить. такой, знаете, как вот сабля такая, да, такая, ну завернута обычно в эту сторону, а у них такая остро заточенная. Когда там вот зашли, тоже там стоит дом такой двухэтажный при мне, стоит тоже микроавтобус. Они так вот берут, так вот по шинам, тык-тык, зачем вы это делаете? Потом по фарам, потом по окнам. А Просто как они ст- объяснили, И после зачем? стоит вот так вот. Те пока, ну, там ходят стоит, он стоит такой, дыш, дыш, дыш ту машину, думаю, блин, то ли может какой-то, блин, не знаю, мазохист, я не знаю. Или что ему не хватало, или у него никакой такой машины не было. Ну, то есть люди какие-то, они, я не знаю, я с ними просто общался, они ни в какую, они какие-то глупые вообще. Вот они вот меня взяли в плен, пока там общаюсь, он мне говорит, вот, а я как раз был, ну, кроссовки Соломон. Он как-то вычитал это название и говорит, вот у вас такие Соломон стоят $100, а почему они у нас в Алтае, говорит, стоят $300? Я ему говорю, а что вам мешает построить свою фабрику и писать их по $50, правильно? Ну да. Я их, ну, то есть, получается, я виноват в том, что я могу их купить за 100, а у вас они по 300. И, ну, то есть, понятно, то есть, я поставишь, лежал, знаете, уже с людьми. Ну, короче, зависть еще. Да, я, знаете, как говорится, как бы просто хочу их понять. Они такие молодые, понимаете, они все такие, там максимум, кто был самый взрослый, там, может, лет 37, я такой увидел, там никого взрослее нету. А так все там пацаны такие, лет, ну, 25, ну, 27, это максимум. И они такие, знаете, какие-то вот, не знаю, какие-то, так вот идут и все по улице. Только там где-то голову твою где-то увидели, и что, специально, так, оп, ты стреляй. А я говорю, зачем ты стреляешь? Говорит, чтоб ты, типа, не уйди в дом, типа, чтобы вы поняли, как бы, что не выходить. Я долго пыталась понять, зачем они это делали. Этот вопрос я задаю россиянам в Буче. Да? И этот вопрос я задавала и моим спикерам, и Арестовичу вчера. Посмотрите, кстати, видео, оно достаточно интересное. И россиянам знакомым, которые, правда, уже, конечно, давно выехали из России. И вот, мне кажется, вчера мне кристально четко стало понятно, зачем. Это был приказ. Это было стандартное поведение российских военных по отношению к украинцам. У них были списки неблагонадежных. У них были крематории, кстати, и те мешки для трупов, о которых мы перед войной смеялись, что вот они какие запасливые для себя берут. Нет, это было для украинцев. Значит, ну, как уже сказал житель Бучи, да, обвиняют в том, что ты пособник фашистов просто потому, что у тебя есть мобильный телефон. Вынесли двери прямо целые, они зашли во все квартиры, они проверили все телефоны, все документы. Всех неблагонадежных они либо сразу уничтожили, либо там пытали, допрашивали, вот, или как этого человека возили посаженным на БТР для того, чтобы их не расстреляли, БТРы российские. И я подозреваю, и в принципе это подтвердил Алексей Арестович, что такие же точно действия они производят не только в Буче, а и во многих других в данный момент оккупированных регионах. Я еду сегодня еще в Бородянку, надеюсь завтра показать вам что-то, что произошло в Бородянке, и поговорить там опять-таки с местными жителями. И вот из всего того, что я увидела, мне вспомнилось как раз год назад, я на Исландии одним из первых делала интервью с генералом Ходжесом, и он сказал, Россия понимает только силу. Вот в связи с этим мы должны понимать, что если мы хотим выжить просто, мы должны сопротивляться. Ничего другого, никаких уговоров, видео Бучи, ничего другого они не примут. Сегодняшнее интервью на настоящем времени с жителями Москвы, как я понимаю, но там практически все старше 40 лет говорят, да нет, Буча это фейк, мы никого там не убивали. Им говорят, да вот же международные СМИ все сняли, показали. Им говорят, нет, это фейк, это все украинская пропаганда. Да, молодежь понимает, но большинство людей говорит, я все понимаю, но я боюсь говорить в нашей стране. Так что никаких уговоров, ничего не поможет. Перешлите, конечно, это видео вашим знакомым в Россию, пусть они послушают, посмотрят эти съемки, увидят еще раз, что говорят жители Бучи и что происходит в этих братских могилах в Буче. Но мы должны понимать, что если Украина хочет выжить, мы должны сопротивляться. Это был 42-й день войны. С вами была Татьяна Попова и «Хроники войны».
Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Исландия, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях обязательно, особенно вашим российским знакомым. Пусть они увидят, что реально российская армия делает в Украине. Ну и увидимся завтра.